мяча не так много опций, как это может показаться. Когда мяч двигается, если он катится по газону, то под ним приминается трава. Когда он летит по воздуху, летит, пока во что-то не упрется. Мяч делает то, что ты захочешь. Где мы? На земле. Это часы, это мяч, это курочка, это я, а это мои кореша. Скоро у меня намечается важная игра против наших давнишних соперников. Но об этом позже. А пока вот. Зулу — это мы. Мы друзья, которым нравится уличная культура, музыка, Футбол. и тусовки. Мы хотим изменить уличный движ в Москве к лучшему. Хотим поменять вечеринки. И клубную культуру. Да. Нас больше, чем двое. И все это называется Zulu Warrior. Мы познакомились с Ваней несколько лет назад в клубе через общих друзей и сразу нашли общий коннект, потому что мы болели за один клуб, и нам нравилась одна музыка, граем. Через несколько месяцев нас пригласили в Питер отыграть свой первый сет. После этого мы стали играть в Москве, и так началась наша движуха. Что нужно для того, чтобы замутить крутую вечеринку? Да просто люди и флешка с любимой музыкой. У нас нет никакой цели, мы просто делаем то, что нам нравится. И получается так, что то, что делаем мы, нравится другим людям. И все. Каждое утро ты просыпаешься, завтракаешь, может, снова засыпаешь. Или идешь на прогулку. Алёша. Можно поиграть в футбол с парнями или в зал сходить. Может, ты идешь встречаться с подружками или порисовать с корешами. Или поваляться в парке. Каждый делает то, что хочет. Полное имя моего пса Скиолли, сокращенно Скол. Больше всего он любит кусать руки. Причем не мои, он кусает чужие руки. Он знает, что если укусить мои руки, после этого будет а-та-та. Дети его путают с волком. Пробегая мимо людей, они прям от меня отпрыгивают, потому что очень переживают, что здоровый пес, похожий на волк, бежит от какого-то мужика бородатого. Это всех очень пугает. Ждать. Меня зовут Артем, мне 26 лет. Я родился и вырос в Москве. Люблю искусство, архитектуру, люблю свой город. Москва – один из лучших городов в плане архитектуры. Особенно мне нравится эстетика 30-х. Дома у меня куча книг на эту тему. Наша страна никогда не ставила перед собой каких-то кратковременных, сиюминутных задач. Большая страна, большие амбиции. Время все меняет. Всегда. Но мы все еще здесь. Мы – это в смысле жители Москвы. И мы здесь уже очень-очень давно. Попросил родителей, чтобы они отдали меня заниматься футболом. Я занимался 9 лет. У меня был очень хороший потенциал. И моя дурная голова, как бы в подростковом возрасте ты хочешь как-то другого. У меня была школа, тренировки, все, я спал. Опять школа, тренировки, я спал.
И там лет в 14-15, к сожалению, я на районе познакомился с типами, которые так не делали. То есть они уже прожигали. Они были постарше меня, естественно, они уже прожигали по полной. И как бы я с ними познакомился и такой, да, футбол, типа я хочу гулять, дайте мне больше гуляния, все, родители, отпитесь от меня, тренер, отпись от меня, я не пойду к тебе больше, ты мне не то, типа, что ты меня заставляешь тренироваться, там, Хотя потенциал у меня был, и очень хороший мне, это все говорили, как бы. Чуть правее. Ага. Еще. На первый взгляд нет ничего общего между тем, что я делаю в футболе, и тем, что я делаю в фотографии. В фотографии ты учишься фиксировать, и твой взгляд постоянно ищет какие-то соприкосновения и зацепки. Наверное, с этой точки зрения можно провести параллель, что ты находишься в постоянном поиске правильных сочетаний. Не думаю, что идея того, что значит быть мужчиной, как-то сильно поменялась. Мы по-прежнему занимаемся тем, что машем кулаками, пинаем мячи и бежим напролом, не особо понимая, куда все это нас заведет. Кабарда — это альтер-эго Сени. Сеня добрый, Сеня заботливый, Сеня всем хочет помогать, Сеня за всех стоит горой. А Кабарда — это такой пацан из подворотни. Почему я написал свое имя 10 тысяч раз по всему городу? Ну, для того, чтобы миллион людей увидели его. Мы не обитатели пещер, мы уже давно живем в городах. Но я также оставляю свое имя на стенах вместо наскальных рисунков. Мы все любим футбол, а я в него еще играю. Хотя, конечно, наши вечеринки немного тормозят процесс. Я поддерживаю «Локомотив» в чемпионате России. Я начал болеть за Локо еще до того, как они пришли к успеху. Ну и как бунт против Спартака, конечно. И еще мой отец всю жизнь работал на железной дороге. В СССР клубы были организованы, чтобы люди, которые трудятся вместе, болели за одну команду и поддерживали ее. «Локомотив» — это клуб железных дорог, СК — это клуб армии, «Динамо» — это клуб милиции и МВД, «Торпеда» — это клуб автомобильного завода Лихачева, «Спартак», там все сложно. Я играю за команду Чартлин Атлетик Москва. Стоящий Чартлин, конечно, находится на юге Лондона, а не в Москве. Кстати, они знают о нас. А наша любительская лига – это чемпионат для обычных парней, которые просто играют за команды, названные в честь английских клубов. Мы выбрали Чартлин, потому что дико их уважаем. Эта игра — это наше самое большое, самое важное противостояние с командой Уимблдон. Потому что раньше мы все были друзьями и играли вместе. А потом эти как раз несколько человек из Уимблдона предложили нам организовать команду и заявиться в английскую лигу. Но только они не хотели брать всех, с кем играли раньше. Они хотели взять только тех, кто играет хорошо. Мы сказали, мы не будем так делать, потому что мы все друзья, и мы будем все рубиться друг за друга. И мы сделаем свою команду. Ближайшая игра с Уимблдоном будет в первых турах наступающего сезона. Самая худшая вещь — это если мы проиграем ближайшую игру. Ну, я не хочу даже об этом говорить, потому что я довольно суеверный.
Я впервые увлекся футболом в детстве после поездки в Англию. Футболки, стиль, музыка. Молодые ребята вроде меня самого. Я сразу полюбил все это. Я русский любитель футбола с бритой головой. И испугает ли это английских людей? Мне кажется, нет, потому что это классический английский образ, который я перенял у них. Меня называют Башка. Это все произошло со 2 класса. В школе это было. Меня прозвали из-за того, что голова была не пропорциональна телу. Даже мама иногда говорит Башка. Моя мечта — быть директором «Газпрома». Ну, такая моя мечта большая, самая большая мечта. Я добьюсь этого. Если я бы стал бы директором «Газпрома», я бы выкупил бы очень много земли, которые находятся на разных материках. У меня были бы везде мои бы особняки. Мои друзья бы и все мои близкие, родственники жили бы в таком бы достатке. Настя. Здравствуйте. Настя. Присаживайтесь. Какое ваше любимое блюдо? Я люблю шаурму. А вы? То же самое. Мы находим общий язык потихоньку. Общий язык найдем. Моя мечта — это открыть свой ресторан в Москве, чтобы там могли отдыхать просто все мои знакомые, все мое окружение, вся моя семья и тому подобное. Ну все, блюдо готово. Давайте попробуем. Мой играю псевдонимом Азбо. И совершенно недавно я узнал, что у Азбо есть расшифровка. Anti-Social Behavior Order. Чтобы я вас принял на работу, вам надо станцевать для меня. Я могу станцевать вам только танго, но для танго нужно 2. Я могу вам составить компанию. Прошу вас. Добрый день, Иван Александрович. Приятно с вами познакомиться. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Если вы меня сможете поднять над головой прямо сейчас, я дам вам эту работу. Москва — это город-беда. Город-беда и город счастья одновременно, наверное, для каждого по-своему, кто как родился, кому как повезло. А так это мегаполис, в котором крутится очень много разного всего дерьма. Алексей Березовский. Такое, вы знаете, неудобное положение сейчас поставил. Скоро будет игра. Все очень волнуемся. Не, он тренируется редко, и из-за того, что сейчас у него много тусовок и игры в клубах, ему довольно было тяжело, но в последнее время он жестко тренировался. Я думаю, что это пойдет на пользу по всей команде. Надеемся, что тренер сделает ставку на него, сделает. потому что это может сыграть ключевую роль. Неймс, желаю тебе удачи, чтобы ты забил 2 гола, потому что я поставил ставку на тебя. Я думаю, ты должен это сделать. Неймер, я в принципе не знал, что Неймер вообще играет в футбол, и знаю, что он только болеет, ездит на футбол. Но в любом случае, если он тренировался и собирается выйти на поле, я желаю ему только удачи. Если его выпустят на поле хотя бы на минуту, то будет супер.
Скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что вы завтра не сможете выйти на поле? Мы находимся на стадионе в Кунцево, где сегодня Чарльтон Атлетик встретится со своим заклятым соперником, командой Уимблдон. Очень большое количество людей пришло сегодня на стадион, и почти каждый из них, конечно же, хочет увидеть игру Неймера. Тренер пока что не выпускает его на поле, но мы не сомневаемся в том, что обязательно увидим его сегодня в игре. А теперь внимание на поле. Уимблдон проводит быструю атаку и забивает гол. Жесткая игра в центре поля, и Чарльтон проводит ответную результативную атаку. 1-1. Неймер все еще не на поле. Уимблдон снова забивает. Что же будет делать Чарльтон? Есть ли план у этой команды? Игроки Чарльтона разыгрывают корнер. Не знаю, была ли это домашняя заготовка, но результативно. Гол. 2-2. И еще одна стремительная атака. И вот посмотрите. 3-2. Неужели Чарльтон находится в каких-то секундах от исторической победы над своими заклятыми врагами? О, чудо! Что мы видим? Неймер выходит на поле. Это исторический момент. Событие, превосходящее по своему значению финальный результат. Посмотрим, что он покажет. Хороший контроль мяча руками. Похоже, это все, что он успеет показать. Звучит финальный свисток. Команда Чарльтон обыгрывает Уимблдон со счетом 3-2. Это великолепно. Это счастье. Это радость. Друзья, это прекрасно. Это то, ради чего придумывали футбол. Добро пожаловать на стадион в Кунцево, где Чарльтон только что разгромил Уимблдон со счетом 3-2. Это был захватывающий матч, и все получили огромное удовольствие. Наш герой Неймер провел на поле всего 1 минуту, но за это непродолжительное время он продемонстрировал прекрасную игру, благодаря которой все получили еще больше удовольствия. После победы болельщики жгли пиротехнику и много кричали. А в будущем, я думаю, что мы также будем делать крутые тусы, также ходить на футбол, также делать крутой движ. Но самое главное, о чем я мечтаю, чего очень хочу, чтобы мы остались такими же друзьями крутыми, как сейчас, чтобы наша дружба росла и крепла, чтобы мы были одним общим движем, который бы менял Москву и Россию к лучшему. С вами был телеканал «Живи мечтой». Спасибо и хорошего вечера. Ты провел на поле всего 1 минуту. Каково это было? Офигенно. Я думаю, в будущем у Зулу все будет круто по-любому, потому что Башка собирается стать директором «Газпрома». Так что за нас я не переживаю. Респект всем нашим людям, со всеми скоро увидимся. От души. Респект, пацаны. Бой. Парни на спорте, это мои парни. Все как один, голодные, наглые, без капитала, пустые карманы. Так воспитали эти кварталы. Мало-помалу, коло-вандала, балконы, баллоны и балаклава. Камера видит легала. Ночью снова сигналы мигалов. Мой юго-запад, там, где ветра, где звук принимает сотни мембран. Здесь так жарко, нужен гидрант. Ведь наша подземка глубже ядра. Током до талого или до дна. Сегодня начнем, кончим с утра. В салоне братва, самый как играет. Хочешь достать, попробуй назвать.